Итак, ребята, всем привет! Меня зовут Игорь Жилев, кто меня не знает, и это видео о том, как снимать профессиональные качественные видео на мобильный телефон для того, чтобы их в дальнейшем, что очень важно, использовать для производства полноценных YouTube, скажем, видеороликов или каких-то других серьезных профессиональных материалов. Почему именно об этом это видео? Потому что мы в нашей команде, в нашем агентстве активно занимаемся развитием личных брендов, это наша услуга, это наш профиль. И для наших клиентов мы часто вот эту инструкцию проговариваем, как снимать при помощи мобильного телефона, потому что далеко не все снимается в студии профессиональными видеооператорами, специалистами, профессионалами этого дела, поэтому для того, чтобы в тех случаях, когда клиент снимает сам, он мог делать качественный контент, мы решили взять и записать один раз от и до всю эту инструкцию, для того, чтобы всем ее показывать и своим ребятам, и своим клиентам, и в том числе всем вам, кому тоже захочется вдруг поснимать профессиональные видосы, которые в дальнейшем будут пригодны для того, чтобы профессиональный видеомонтажер сел с ними поработал, сделал вам такую картинку, что вы, в общем-то, не отличите от профессиональной камеры. Казалось бы, вроде купил последний iPhone, да, скажем, 15, 16 или 17, когда вы это уже смотрите, я не знаю, и вроде как нажимаешь кнопку запись и все вперед, да, но не тут-то было. Нам, во-первых, нужно научиться делать правильные настройки на телефоне, находить правильное приложение, снарядить свой телефон нужными гаджетами, казалось бы, кабелечек или какой-нибудь объективчик, что вовсе не обязательно, но тем не менее полезно. И самое главное, микрофон, кстати говоря. В том числе нужно знать, как снимать, да, то есть как направлять камеру, сколько времени снимать, как потом с этим материалом элементарно работать. Хотя это видео вовсе не о том, как дальше произвести это все дело и сделать большой видос, потому что это слишком большое будет количество материала, которое просто за один короткий видос не рассказать, но тем не менее мои все силы будут направлены на то, чтобы научить вас качественно снимать, чтобы этот контент можно было большой произвести. Итак, собственно, из чего состоит видос, о чем я буду рассказывать, как выбрать правильный телефон, какое приложение нужно скачать для того, чтобы снимать качественные видеоматериалы, какие настройки в этом приложении нужно сделать, ну и немного поговорю о аксессуарах. И по концовке дам несколько рекомендаций для того, чтобы вы могли оперировать своим телефоном так, как будто вы вообще профессиональный оператор. Если у вас мало времени, вас интересует какой-то конкретный кусочек, кликайте на тайм-линию, там есть разметка, по которой вы можете перепрыгнуть сразу к нужному разделу. Прежде чем я начну рассказывать вам о том, как, собственно, все эти выборы делать, я хочу немножечко оговориться и сделать небольшой дисклеймер. Я делюсь своим собственным опытом, и это видео ни в коем случае не претендует на некое универсальное видео о том, как снимать мобильный телефон. Более того, оно направлено на очень специфичную задачу, как снимать при помощи телефона не просто видеоконтент для того же Инстаграма, там, старяшки, чтобы пилить, а как снять при помощи телефона тот видеоконтент, который дальше может быть использован для производства качественного контента, который может быть там опубликован на YouTube или показан на большом экране в кинотеатре, вплоть до этого. И поэтому мое видео именно для этой задачи, с учетом того, как я это делаю. Я не буду рассказывать о всех программах, всех телефонах, всех настройках. Я буду рассказывать именно те настройки, которые нужно взять и сделать, выбор телефона, который нужно взять и сделать, программы, которые нужно взять и сделать для того, чтобы, собственно, производить качественный контент. Поэтому не серчайте, вдруг, если вы хотели найти видос о том, как вообще обзор всех телефонов на тему их качества видеокартинки, наверное, стоит посмотреть другой видос. Итак, как выбрать, собственно, мобильный телефон? Мой выбор очевиден, это iPhone, хотя кто-то может вполне качественно снимать и на какие-то телефоны Android, это в том числе Google Pixel и, скажем, там тот же Samsung и еще какие-то. Но особенность iPhone, во-первых, в том, что у него достаточно неплохие матрицы. Во-вторых, что самое для меня критичное, это кодек, на который iPhone может писать. Немножечко теории, есть разные способы сжатия данных для того, чтобы они мало места занимали, видеоформата я имею в виду, но при этом теряется качество. Чем больше сжатия, зачастую, далеко не всегда, но тем не менее, тем больше потери этого самого качества, тем меньше можно сделать с этой картинкой в постпроизводстве, то бишь на этапе монтажа и производства этого фильма. Есть несколько основных форматов. Это самый популярный кодек сжатия, так называемый H264. Он дает достаточно сильную компрессию, и с этими материалами, особенно с низким битрейтом. Битрейт — это то, сколько файлы ваши занимают, условно, если очень просто объяснить, да,
да, и при этом сколько информации при этом теряется, да, чем меньше файла, тем чаще всего больше информации теряется. Но он очень посредственный для того, чтобы с ним дальше что-то сделать. Есть кодек 265, не сильно отличается от этого, просто место чуть меньше занимает. Ну и самый хороший кодек, с моей точки зрения, для того, чтобы с ним работать на постпродакшене профессиональному монтажеру, это кодек так называемый ProRes. Так вот, этот кодек, как ни странно, изобретен именно компанией Apple, и он в свое время там запатентован, и все, кто хотят встроить в свои устройства возможность писать в этот формат, должны Apple отчислить немаленькие бабки за каждое устройство, которое они продают. Поэтому, в общем-то, далеко не во всех устройствах мы можем этот кодек записи найти. Он больше, все файлы занимают значительно больше места, чем обычные какие-то там видеоформаты типа H264 или H265 или HEVC или там все прочее. При этом, если мы говорим о том, чтобы этот материал был дальше качественно использован, то это, наверное, самый подходящий формат. Поэтому я топлю за айфоны, я рекомендую смотреть айфоны, начиная там с 14 или 15, с 14 начиная, по-моему, этот кодек появился, но меньше 15, если выбираете новый телефон, выбирать не стоит. Если вы купили уже телефон и он у вас имеется, и это, к счастью, оказалось iPhone, то смотрите настройки, чтобы у вас это было. Я рекомендую выбирать прошлую версию. По-моему, в обычных версиях это не пишется. Может быть, начиная с 16 там появилась эта опция, но все-таки я рекомендую взять iPhone Pro или Pro Max для того, чтобы, собственно, там гарантированно все это было. Ну и второе важное правило, точнее, это рекомендация. Надо выбирать объем памяти не меньше 256, лучше 512 в горочку туда наверх, потому что файлы действительно много места занимают, и даже если вы будете периодически скидывать их на внешние устройства какие-то, там на тот же ноутбук, тем не менее лучше все-таки этот запас иметь, если у вас супер насыщенный интересный день, вы где-то путешествуете по Латинской Америке, как одна из наших клиенток по этому направлению сейчас, для нее, кстати, вот этот видос в том числе и пишется, вам потребуется много-много места, потому что вам захочется много всего запечатлить, а в документальном жанре, если мы снимаем travel какой-нибудь, трудно очень спрогнозировать, а что там в течение дня произойдет, да, может быть, это будет супер интересный насыщенный день, и нам хочется все это сюда записывать. В отличие от, скажем, видеокамеры, вы здесь карту памяти поменять не можете, да, можно поставить SSD-шник, но это уже создает очень-очень много проблем с тем, что ваш телефон становится уже прям полноценным ригом, а не просто вот этим карманным устройством, которое можно засунуть себе в карман и пойти дальше, достать, когда нужно, и поснимать. Рекомендую, если подытожить, iPhone 15 или позже, прошку, лучше Pro Max, потому что просто на экране удобнее работать. Ну, прошка тоже в обычной подойдет. Ну и объем памяти от 512 и выше, потому что файлы занимают много места. Что касается выбора приложения для записи. Я не буду делать обзор всех приложений, сразу скажу просто вывод, рекомендацию, которую я даю всем. Это приложение называется Blackmagic Camera. Его можно использовать спокойно на айфонах и можно в том числе скачать на Android. И оно позволяет достаточно гибко настроить ваш телефон для того, чтобы вы могли, собственно, делать качественную картинку, настроить качественный кодек для записи все это дело в хорошем формате для того, чтобы дальше передать, и зафиксировать те настройки, которые не позволяют сделать обычное приложение. Погнали, посмотрим. Здесь можно переключиться на все нужные себе углы. Здесь есть возможность методом тыка выбрать экспозицию и зафиксировать ее, либо не фиксировать, но я рекомендую просто каждый раз, когда вы хотите поменять экспозицию, у вас поменялась картинка, вы просто тыкаете его на новом месте и, собственно, на вас перенастраивается. Я, опять же, рекомендую авто не оставлять на балансе белого, потому что у вас иначе потом монтажер просто с ума сойдет, когда вы будете с этим работать. Видите, как сильно меняется сейчас температура в зависимости от ракурса. Это нехорошо. Монтажеры это очень не любят. Я, как человек, работающий с видеоматериалами, вам точно говорю, что баланс белого нужно всегда фиксированным оставлять. И лучше, если вы не хотите в этом разбираться, просто поставьте его на 5000 всегда. И если вы ранним утром или поздней ночью снимаете, то ставьте его где-то там 6500. Если вы в помещении с теплыми лампочками находитесь, с теплым вечерним светом, то ставьте 3500. И вот эти три настройки вы всегда меняете. Если вы выходите на улицу, вы снимаете 5000 и на этом уровне зафиксированным оставляете, да, телефон,
Если вы снимаете вечернее время, когда уже голубое небо, ну синее, да, вечернее, то 6500. Если в помещении, то снимаете на 3500, собственно, все. Все практически видеомонтажеры, видеооператоры, кто более-менее снимает на мобильный телефон, со мной согласятся, Blackmagic очень хорошее приложение для того, чтобы на него писать. Что еще здесь хорошего? Здесь у нас мы посмотрели, что есть возможность менять температуру, да, линзы можно менять, да, здесь можно менять фреймрейт, так называемый, это частота кадров в секунду. Я рекомендую использовать всегда 24 кадра, потому что это универсальный формат, которым пользуется, собственно, практически любой видеомонтажер, который производит контент длинного формата для того же YouTube. Если вы пишете там какой-то, не знаю, там для Инстаграма видос, то там 30 кадров. Если вы длинный формат снимаете для пользования дальше видеомонтажером, то обязательно выставляйте 24 кадра. Ну и нужно, наверное, пойти в настроечки нам и проверить, какие у нас настройки здесь стоят. Я рекомендую использовать кодек Apple ProRes 422. Выставлять его, либо выставлять Apple ProRes 422 LT. LT вполне достаточно для того, чтобы с этим материалом поработать. Разрешение, если память позволяет 512 или больше, и плюс у вас есть ноутбук, на который все это можно сбрасывать, то ставьте 4К. Если у вас ноутбука нет, сбрасывать некуда, то можно и HD поставить. Но 4К, естественно, больше возможностей дает для того, чтобы где-то что-то закропать или стабилизировать картинку, если вы бежите, снимаете. И этому благодаря вы немножко больше приобретаете. Да? Color Space. Обязательно выставляйте Apple Log HDR. Log — это очень бледная картинка, которая снимается, но благодаря ее бледности можно в очень светлых, очень темных участках вашей картинки, когда вы снимаете, захватить больше информации, и потом монтажер вам за это, если коротко, очень большое спасибо скажет, потому что он сможет более качественно, там, скажем, яркое небо передать, оно не будет пересвечено у вас. И поэтому лучше использовать Apple Log HDR. При этом у нас где-то есть настройка компенсации этой дальше картинки, для того, чтобы вы не видели слишком бледное изображение. Надеюсь, мы до этого сейчас доберемся. Тайм-код вам не нужная настройка, ну и, собственно, все остальные настройки тоже можно скипнуть. Что касается камеры самой, вертикальное видео я не включаю, потому что в нашем конкретном случае оно не нужно. Volume button to trigger record — хорошая опция, включайте ее, чтобы нажимать громкость и включать запись, собственно. Lock white balance on record — классная штука, обязательно ее ставьте, потому что баланс белого не должен скакать, когда вы записываете, иначе это кошмар для дальнейшей обработки, вы просто все испортите. Shutter measurement. Можете поставить speed, можете angle на свое усмотрение, но, опять же, я не буду сейчас в рамках этого видео рассказывать теорию о том, как устроен shutter speed, как, собственно, выдержка так называемой фотографии работает. Вы ее в любом случае будете использовать автоматически, поэтому оставляйте так. Lens correction неплохо, ну и, собственно, там anamorphic disc-wiz, я чуть попозже про это расскажу. Аудио. Важно помнить о том, что если вы включаете внешний микрофон какой-нибудь, о котором я чуть позже буду рассказывать, то надо обязательно в настройках его здесь изменить, для того, чтобы вы могли слышать себя не с этого микрофона, а с того самого, который вы подключили. Это здесь нужно сделать методом переключения. Следующая очень важная вкладка — это LUTs. Вот она у нас какая-то 6-я по счету получается. Так вот, есть здесь переключатель Display LUT. И выбираем здесь, соответственно, Apple Log to Rec 709. Rec 709 — это наше стандартное цветовое пространство, в котором все показывается так, как мы привыкли видеть на телевизоре. Но поскольку мы выбрали с вами настройки бледного вида, так называемого лога, да, Apple Log у нас используется, чтобы вот в таком мрачном виде все не видеть, мы идем в наши settings, идем в LUT, включаем Display LUT, выбираем Apple Log to Rec 709 и, собственно, вуаля, и у нас все становится более-менее цветным, так как если бы мы видели это на обычном цветовом профиле. При этом у нас все записывается. Если мы вдруг, не дай бог, конечно же, не нажали вот эту Record LUT to Clip, надо ее обязательно выключенной оставить, не надо ее включать, потому что иначе вы все, по сути, вернете к исходному состоянию. Писать LUT в клип не нужно. Нужно только показывать его вам на экране, для того, чтобы вам приятнее было на это смотреть и больше позитива и удовлетворения вы получали от ощущения того, что вы снимаете. Да? Важно помнить о том, что само приложение пишет в отдельном
отдельную папку, и если мы копируем это на компьютер, то мы должны методом подключения телефона через кабелечек найти в папке тем контентом, который находится в папке медиа, и эту папку медиа на компьютере перетянуть в нужный вам SSD-шник или на внутреннее хранилище вашего компьютера для того, чтобы дальше эти все файлы скопировались. И помните о том, что происходит это все не супер быстро. Для этого вам лучше всего позаботиться и заранее купить очень быстрый кабелечек. Я затестил вот этот кабелек, который на всех маркетплейсах продается и стоит там совершенно какие-то небольшие деньги. Можете купить любой кабель, который, собственно, называется Thunderbolt 4, у которого скорость передачи данных 40 гигабит в секунду. Если, к примеру, этим кабелем копирование с вот этого телефона 100 гигабайт, точнее, контента на компьютер занимает минут 5-10, то через обычный Type-C-шный кабель это может и 2 часа занимать, поэтому в зависимости от качества вашего кабеля, поэтому я рекомендую затариться этим кабелечком. Я ссылочку, опять же, на то, где я его купил, наверное, приложу где-нибудь в описании. Давайте немного поговорим об аксессуарах. Аксессуаров здесь не очень большое количество у меня. Я уже рассказал про кабелечек. Обязательно покупайте Thunderbolt 3 или Thunderbolt 4. Без него будет очень грустно. Второе, это если вы вдруг пишете говорящую голову, если вы записываете себя на телефон, то я рекомендую взять обязательно микрофон. Выбор великий. Можно выбрать любой микрофон практически, который вам нравится. Есть, которые втыкаются в разъемчик сюда и направлены к вам к рту, и вы при этом записываете, и у вас тоже качественная картинка. Есть вот такие микрофоны, как у меня вот здесь. Вот он, это DJI Mic. У меня первая версия. Он идет вот в таком вот чудесном кейсе. У меня сейчас сам, собственно, приемник этого микрофона находится на камере, на которой я сейчас пишу. Зритель наш, на минуточку, да, если отвлечься, может стерпеть любого качества картинку, но если там будет отвратительный звук, то он просто это смотреть не будет. Поэтому позаботьтесь о своих зрителях и запишите качественный звук. Для этого выберите микрофон. Я рекомендую самое простое, это покупать просто DJI Mic. Можно первую версию, можно мини, можно вторую версию, в зависимости от вашего бюджета. Первая версия работает превосходно. Dead Cat используем, цепляем на вот эту вот сверху штуковинку для того, чтобы не ловить ветер. Если вы пишете в приложении, то, как я сейчас вот в приложении, в смысле в помещении, то вам этого делать, нацеплять вот эту вот махнашку не обязательно. Если вы пишете на улице, то я сильно рекомендую вам ее нацепить. Что еще из аксессуаров важно, это вот такой вот небольшой триподик, как это называть-то, по-русски штатив небольшой, который очень гибкими ногами. То есть его можно закрепить практически на любую поверхность. Не везде у нас есть плоское для того, чтобы его поставить. Где-то мы можем зацепить на забор, на дерево, перед которым мы можем поговорить на красивом виде. Я постоянно ношу вот такой вот или большой или для большой камеры, или вот такой маленький для телефона у себя в рюкзаке, и он часто меня спасает. Им же можно делать из себе очень удобную держалку для того, чтобы немножечко дать больше дистанции и показать перспективу, где мы находимся, собственно. Им же можно использовать его как некую держалку, когда мы очень низко снимаем, допустим, что-нибудь. Ну, это супер универсальное средство для того, чтобы вы могли, в общем-то, где-то поговорить с своими зрителями, если вдруг вам некому телефон подержать. Рекомендацион. Это называется Joby Gorilla для мобильных телефонов. Надеюсь, ссылку я на него в приложении, в описании, точнее, к этому видео тоже приложу. Еще один, мне кажется, очень полезный аксессуар, который я рекомендую тоже рассмотреть. Либо на чехле вам найти чехол, у которого есть некая держалка для того, чтобы немножко более уверенно держать телефон, когда вы, допустим, на той же речке снимаете или где-нибудь путешествуете на каком-нибудь судне и решили телефон высунуть в иллюминатор или летите в вертолете. Достаточно опасно просто так вот. Я просто своей руке не доверяю. Я в свое время там несколько раз всякие штуки ронял в воду. Поэтому рекомендую вам что-нибудь использовать такое, хотя бы на магнитике, вот такое вот простое крепление, которое позволяет вам хотя бы петелечку иметь. И дальше, спозиционировав правильно эту петелечку, вы хотя бы палец можете сюда просунуть
просунуть, и когда вы снимаете, у вас есть хотя бы какая-то защита. Если что-то выпало у вас из руки, да, где-то вы затряслись, да, там вы на лошади скачете, а зачастую снимать где-то в полях, если мы говорим о travel тоже съемки, то нам приходится снимать в разных совершенно условиях. И на велосипеде вы едете, у вас может что-то тряхануться, и, собственно, будет полезно, если у вас это не на пол упадет, а повисит на пальце. Здесь, соответственно, вот на этой штуковине, ссылку которую я тоже приложу, есть даже вот такое колечко, которое можно просунуть через руку и тем самым иметь дополнительную опору для держания телефона. Свет. Опять же, на выбор можете выбрать любой. Я очень люблю, хотя моему свету уже лет, наверное, 5, это Aperture, так называемый свет, но при этом сейчас вышло очень много различных совершенно брендов новых. Я просто не меняю, потому что этот работает. Есть и Godox, есть и Ulanzi, есть еще много разных. На любом маркетплейсе, я думаю, вы можете найти себе подходящий фонарик для того, чтобы, во-первых, создать себе условия красивого освещения в помещении. У меня это красивое освещение немножечко испортилось, потому что одна из ламп села, потому что на нее, видимо, зарядки не хватило, да и пофиг. Вот, в общем-то, не забывайте заряжать, покупайте и можете там элементарно даже себя где-то подсветить, если вдруг вам нужно дополнительное освещение создать. У меня здесь два больших фонаря стоят для того, чтобы мне эту качественную картинку создать. Если я сейчас все это освещение выключу и включу просто верхний свет, вы просто это видео, скорее всего, даже смотреть не будете. И напоследок для самых упоротых, так скажем, ценителей там качественной картинки можно использовать так называемые дополнительные объективы. Я вот очень люблю аноморфотный объектив, который называется Moment Lens Anamorphic. Я использую версию 1.33. Можно использовать у SmallRig, есть какой-то подобный объектив, у него только 1.55 расширение. Сейчас я покажу вам, как это работает. Все очень просто, для этого нужен специальный чехол, всего лишь навсего, и специальный подходящий под этот чехол объективчик. У меня T-mount, так называемый, обратите внимание, если будете покупать, ссылку, наверное, тоже приложу к этому видео. Надо для новых телефонов, начиная с 15-го, покупать именно T-mount крепление, потому что у него дырка больше, и благодаря этому вы можете, собственно, поместить его на новые модели телефонов, у которых камеры на телефоне больше, чем у старых. Это важно. Благодаря размещению этого небольшого устройства у себя на телефоне вы можете получить достаточно интересную картиночку. Давайте на это, собственно, с вами вместе посмотрим. Если вы заметите, у меня все сейчас очень сильно сжалось. Я при этом сам тоже очень сильно сжался. Я стал, как будто я, не знаю, там, короче, похудел килограмм на 30. Что происходит? Эта штуковина берет и сжимает наше изображение, захватывая при этом больше слева и справа, чем если бы этого объектива не было. Если вы обратите внимание, сейчас, когда я поставлю этот объектив, у нас появилось слева и справа больше картинки. То есть сверху ничего не изменилось, а слева и справа картинки появилось больше. Что нужно сделать для того, чтобы эта штуковина стала выглядеть нормально? Нам нужно пойти в настройки нашего приложения «Камера» и здесь выбрать Anamorphic Disquiz. В моем конкретном случае это 1.33. И бум! У нас наконец-то появилась качественная картинка, все стало нормальным, мое лицо стало снова не вытянутым, оно стало нормальным человеческим лицом. При этом, при всем, у нас, обратите внимание, слева и справа появилось больше пространства. И в качестве бонуса вы получаете вот такие офигенные, шикарные блики, как будто вы в каком-то голливудском фильме снимаетесь вообще. И благодаря, собственно, вот этому вот объективу можно добиваться еще более киношной картинки, чем если вы снимаете просто на качественное приложение, чего уже в целом, в общем-то, вполне себе достаточно. К этому объективу для абсолютных просто гиков можно поставить еще вот такой вот дополнительный фиксатор для крепления стандартного фильтра и поставить сюда дополнительный фильтр, который будет дополнительную мягкость картинки создавать. Фильтр называется Black Pro Mist, я рекомендую взять 1/8, это позволит вам еще более мягкую картинку писать, потому что супер резкость телефонная, она обычным профессиональным камерам не свойственна, а мы говорим, напомню о том, чтобы написать для того, чтобы дальше монтажер профессиональный, допустим, или вы сами, если вы профессиональный монтажер, с этим поработали и сделали из этого интересный, качественный контент.
теперь несколько рекомендаций о том, как, собственно, снимать, если вы куда-нибудь поехали, допустим, путешествовать. В каких сценариях вы можете начать писать для того, чтобы дальше это дать профессиональному монтажеру. Если вы пишете не в студии, вы, скажем, поехали куда-то путешествовать, и вы хотите это для развития своего личного бренда, допустим, этот контент использовать, то вы неизбежно окажетесь, это не неизбежно. Вы можете купить еще дополнительный билет для оператора, его ассистента и вместе с ними поехать куда-нибудь в Антарктиду путешествовать. Но это накладно, во-первых. Во-вторых, не всегда оператор согласится и может это делать, плюс ему еще нужно деньги заплатить. Вместо этого вы вполне можете снимать на свой собственный телефон, используя знания, которые я вам только что рассказал, но при этом еще добавить немножко навыков, собственно, непосредственной съемки. То есть представим, что вы здесь одни, и вам нужно снимать качественную картинку. Если вы пишете свою говорящую голову, то используем не фронтальную камеру, которая у нас рядом с нашим экраном находится, а используем камеру, которая у нас находится собственно, сзади телефона. И для того, чтобы вам писаться, мы используем штатив, разворачиваем к себе вот этой вот самой стороной. И ничего страшного, что мы себя не видим, нам себя видеть не обязательно, мы в зеркало можем потом это сделать, посмотреть. Ставим телефон куда-то, желательно на уровне глаз примерно, фиксируем его на любую поверхность, загибая эти ножки для того, чтобы зажать телефон и, собственно, рассказываем. Важно очень сохранять визуальный контакт вместе с зрителем, поглядывая хотя бы периодически в один из мониторчиков, точнее, один из объективов. Не обязательно совершенно прям в точку туда смотреть. Я периодически, если вы заметили, смотрю вообще чуть ниже объектива, потому что у меня там находится экран, на который я просто забываюсь и периодически начинаю смотреть на самого себя. В случае с записью на телефон вы этим грешить не будете, потому что у вас картинки себя нет. И это даже неплохо, потому что вы не отвлекаетесь на нее. Потому что когда смотришь сильно на себя, взгляд в сторону, это не очень хорошо, и это вы могли почувствовать, потому что я вот даже запись этого видоса отвлекался. Когда мы хотим что-то рассказать, как я вот сегодня вам рассказываю, вы должны понимать, что это не от и до я вам взял и рассказал, просто все вот вуаля, видео получилось. Я делал ошибки, я запинался, я сбивался, и каждый раз я начинал говорить заново, и, собственно, в этом нет ничего критичного, вы тоже будете это делать. Важно это делать не каждый раз сначала, то есть мы говорим там 5 предложений, 10 минут рассказываем, такие сбились, начинается сначала, нет, мы просто начинаем с предыдущего предложения, с той мысли, которую мы закончили, и у нас есть возможность отрезать этот кусочек и заново приклеить к нему другой, мы просто продолжаем говорить, как будто мы вообще не сбивались, потому что на финальном монтаже наш монтажер все это вырежет, и, в общем-то, или там ваш монтажер, неважно, чей-то монтажер, или вы сами, если вы будете этим заниматься, конечно, вырежет, и, собственно, получится готовая, чистая, качественная картинка, без всяких эконий, кашля и всего прочего. Желательно вам заранее подумать о том, сколько и где вы хотите поговорить говорящей головой, сколько подснять разных ракурсов. Если вы снимаете вдруг только второстепенные ракурсы, то надо понимать, что истории там не получится. Получится только молчаливый видос под музыку, в котором будет немножко кадров. Не стесняйтесь говорить на камеру. Все мы это делаем не в совершенстве. У каждого человека есть свои особенности работы с камерой, не нужно этого бояться, не нужно этого стесняться. Вы даже не представляете, сколько раз волосы дыбом, наверное, своего оператора-монтажера, точнее, вызывал, просто тем количеством контента, который ему приходится монтажить, тейков по 20 раз, которые приветствие, того же самого, еще чего-то. Никто не совершенен. Все ошибаются, все делают это не с первого раза, и со временем будет становиться легче. Поэтому главное делать первые шаги в этом направлении, стараться работать на камеру, ну и дальше слышать тех людей, которые с вами работают, дают вам рекомендации, помогают вам становиться лучше. Если вы снимаете так называемый B-roll, это второстепенные кадры, все, что связано с сопутствующим контентом, вы снимаете не больше 10 секунд. Не нужно включать телефон на, как все привыкли, на 3 минуты и снимать, как вы летите на вертолете, как вы взлетели и долетели до конца, и все это время снимает камера. Во-первых, у вас телефон забьется, потому что 1 минута записи в прорез, я сейчас напишу на экране, сколько занимает место, но это немало, нифига. Если вы будете писать 60 минут без остановки на ваш телефон, скорее всего, память ваша, сколько бы ее ни было, она в любом случае забьется. Поэтому учитывайте обязательно этот факт и пишите
Не более 10 секунд фрагмент. Обычно 3-5 секунд достаточно. Если вы посмотрите видос, заметите, что дольше 3-5 секунд картинка второстепенных кадров она не длится. Поэтому не обязательно писать так долго. Записывайте просто маленькими кусочками. Старайтесь писать разные ракурсы. То есть, если вы где-то путешествуете, то покажите общую картинку, покажите панораму, приводя камеру там хотя бы как-то показывая и не очень дерганно это делая, чтобы дальше монтажер мог это использовать для создания контекста, в котором вы находитесь. После того, как сняли общие виды, снимите людей, снимите какие-то движущиеся предметы, животные, машины, люди, улыбки, эмоции. Это все очень welcome. Опять же, тоже правило 3-10 секунд действует. Как можно больше небольших подсъемов, они помогут вам рассказать историю более качественно. И старайтесь снимать какие-то мелкие предметы в том числе. Если это какое-то интересное животное, подойдите поближе, или насекомое, снимите его. Если это травинки, листочки, тоже попробуйте их снять, и вполне возможно, что это пригодится и создаст еще более киношную картинку вашему будущему материалу, который получится в результате вашей съемки. Таким образом, вы можете совместить все необходимое для того, чтобы, даже не привлекая никакого оператора, самим путешествуя или, чаще всего в каком-то контексте находитесь, вы там пошли на выставку, да, и у вас день выставки, и вы про это рассказываете. И там, соответственно, вы что-то поговорили говорящей головой, взяв все это дело на штатив, и подсняли немножко на примере выставки там людей, экспонаты выставки какие-то, там, если это конференция, то, соответственно, немножко записали по 5-10 секунд какие-то речи. Опять же, не пишите там кого-то выступающего от и до, потому что это ваш телефон просто нафиг забьет память вашу. Движения камеры могут быть разные. То есть у нас камера может приближаться к предмету, у нас камера может двигаться слева направо или сверху вниз. И у нас камера может панорамировать, да, панораму снимать, когда мы вращаем камеру и показываем слева направо от и до, либо снизу вверх показываем, что тоже, в общем-то, интересно. Все эти приемы можно уже выхватывать по мере того, что вам больше подходит, поглядывая на других авторов, кто снимает тоже контент. Никакого супер, опять же, универсального рецепта здесь нет. Можно немножко помнить о композиции. Композиция отдельная тема. Я, наверное, со временем сниму про нее отдельный видос, где-нибудь его вот здесь вот прикреплю. В общем, всем спасибо еще раз за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, если не подписаны, потому что впереди огромное количество интересного контента. Всем удачи, всех обнял.